В Санкт-Петербурге прошла международная конференция по исследованию космического пространства GLEX-2021. Представители почти 60 стран собрались под сводами Таврического дворца, чтобы обсудить наиболее важные темы в мировой космонавтике. Для нас, конечно, это, безусловно, очень ценное мероприятие. Несмотря на все ужесточающиеся меры, мы смогли здесь с соблюдением всех мер предосторожности собрать замечательный коллектив с помощью и Роскосмоса, и Международной астронавтической федерации, с тем, чтобы еще раз сверить часы по глобальным проблемам, связанным с мирным использованием космического пространства. Проблемы жизнеобеспечения медицины в пилотируемых миссиях будущего, исследования Луны, Марса и астероидов, новые технологии и преодоление социальных проблем, космические транспортные системы и регулирование околоземного космического пространства. Как известно, в последнее время в мире все больше развертывается многоспутниковых систем, и одной из важнейших проблем становится безопасность околоземных орбит. Когда таких объектов на орбите будут десятки тысяч, и когда жизненный срок, ресурс этих объектов будет довольно-таки коротким, потому что при удешевлении системы выведения многоспутниковых группировок замена десятков космических аппаратов на орбите не будет представлять какой-то большой сложности, тогда возникает вопрос об ответственности организаторов этих орбитальных группировок за безопасное сведение с орбиты своих космических аппаратов и их захоронение. Либо в плотных слоях атмосферы, либо на соответствующих орбитах захоронения. И мне кажется, что этот вопрос надо обсудить. Одно из интересных событий на форуме — Россия и Китай представили дорожную карту строительства международной научной станции на Луне, которая будет развернута к 2035 году. Планируется с 2021 по 2025 провести разведку районов. В этот период запустят 3 российские и 3 китайские автоматические станции. Затем начнется развертывание инфраструктуры и, наконец, ее эксплуатация. В марте нынешнего года мы подписали между Россией и Китаем меморандум по созданию международной научной лунной станции. Там будет 3 этапа и возможность сотрудничества с зарубежными партнерами. Подробнее о главных событиях конференции GLEX смотрите в специальном репортаже в программе «Большой космос». В июне программу «Сфера» представят в правительстве России. Об этом на 14-м навигационном форуме в Москве рассказал первый заместитель генерального директора госкорпорации «Роскосмос» по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Юрий Урличич. «Сфера» — уникальный инфраструктурный проект отечественной космонавтики. По задумке архитекторов этой инновационной программы, ее реализация выведет Россию на передовые позиции в ключевых для экономики областях — связи, навигации, метеорологии, дистанционного зондирования Земли и других. Для этого планируется сосредоточить на различных орбитах порядка 600 спутников. ИСС Решетнева выделяет специальную зону как лидер нашего спутникостроения. И здесь мы договорились о том, что это будет не просто производство, а это будет высокотехнологичное, надеемся, автоматизированное серийное производство космических аппаратов. Системообразующими в программе «Сфера» будут геостационарные системы спутниковой связи семейства «Экспресс» и «Ямал», новая группировка спутников на высокоэллиптической орбите «Экспресс-РВ» для развития Арктики и Северного морского пути, многоспутниковая низкоорбитальная система интернета вещей «Марафон IOT» и среднеорбитальная система широкополосного доступа «Скиф», а также орбитальная группировка дистанционного зондирования Земли. Создаваемые для сферы космические аппараты будут строиться с применением новейших технологий, в том числе в сотрудничестве с крупнейшими вузами России. Здесь у нас представлен так называемый компоновочный макет.
который по большей части создан с помощью аддитивных технологий. И использование таких технологий позволяет нам упростить процесс производства, именно макетного моделирования, да, что позволяет инженерам на стадии производства выявить какие-то ошибки компоновки, да, какие-то придумать новые технические решения. Да. И аддитивное производство позволяет нам удешевить и ускорить этот процесс. В рамках программы «Сфера» планируется интеграция услуг связи, позиционирования и мониторинга и создание на этой базе космических продуктов и услуг не только для России, но и для международного рынка. На днях российская рентгеновская космическая обсерватория «Спектр-РГ», запущенная с космодрома Байконур в июле 2019 года, завершила третий обзор всего неба и перешла к четвертому. Каждый день обсерватория отправляет на Землю от 500 до 700 мегабайт телеметрической информации, которая при последующей обработке превращается в терабайты ценнейшей научной информации. По итогам каждого обзора карта неба дополняется переменными источниками и новыми астрофизическими объектами. Находясь в точке Лагранжа, которая отдалена от Земли на 1,5 миллиона километров, Спектр-РГ вращается вокруг своей оси таким образом, что проводит полный обзор всей небесной сферы за половину года. Всего в ходе миссии запланировано 8 обзоров, из которых сложится самая подробная на сегодня рентгеновская карта неба. После завершения обзоров обсерватория будет проводить наблюдения в режиме трехосной стабилизации выбранных источников и участков небесной сферы, исследуя наиболее интересные для мирового научного сообщества объекты. Этот этап продлится 2,5 года. Специалисты космического центра «Восточный» и НПО «Лавочкино» завершили операции по заправке разгонного блока «Фрегат» компонентами топлива и сжатыми газами. Ракета-носитель «Союз-2-1Б» в связке с «Фрегатом» должна вывести на околоземную орбиту очередную партию из 36 спутников OneWeb. Запуск, который намечен на 1 июля, станет 5-м коммерческим запуском с космодрома «Восточный». На Байконуре идет подготовка к пуску ракеты-носителя «Союз-2-1А» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс» МС-17. Грузовик должен доставить экипажу Международной космической станции запасы топлива и газов общей массой 1390 килограммов, а также 1,5 тонны различного оборудования и грузов, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем жизнеобеспечения, укладки для проведения космических экспериментов, одежду, рационы питания и почти 500 литров воды в баках системы «Родник». Пуск ракеты-носителя «Союз-2-1А» с грузовым кораблем «Прогресс» МС-17 30 июня в 2 часа 27 минут по московскому времени. Смотрите нашу прямую трансляцию запуска. Высоту орбиты Международной космической станции 24 июня планируется увеличить на 890 метров с помощью двигателей транспортного грузового корабля «Прогресс» МС-16. Средняя высота орбиты станции составит чуть больше 420 километров от поверхности Земли. Плановая коррекция проводится с целью формирования баллистических условий перед стартом американского корабля CST-100 Starliner, транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» и посадкой спускаемого аппарата пилотируемого корабля «Союз МС-18». В ближайшие 2 года система спутниковой связи «Гонец» пополнится еще 9 космическими аппаратами. Планируется, что к 2025 году будет создана система «Гонец 2.0» из 28 аппаратов, разнесенных в 4 плоскостях, по 7 аппаратов в каждой. Запуски планируется осуществлять с помощью ракет «Союз-2». Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры может принять участие в разработке и строительстве турецкого космодрома в одной из экваториальных стран. У головного предприятия Роскосмоса в этом огромный опыт. Цинки строят и осуществляют космические пуски со стартовых площадок 4 космодромов.
23 июня 110 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Кузнецова, советского конструктора двигателей, академика, дважды Героя социалистического труда, лауреата Ленинской премии, доктора технических наук. Под его руководством с 1949 по 1994 год на самарском предприятии, которое теперь носит его имя, было создано 57 модификаций двигателей марки НК. Практически вся стратегическая и грузовая отечественная авиация летает на самолетах с двигателями Кузнецова. Более трети газоперекачивающих агрегатов страны также работают на двигателях известного конструктора. В космонавтике кислородно-керосиновые двигатели, такие как НК-33, НК-39, НК-43 и НК-31, до сих пор остаются непревзойденными по параметрам и надежности. Восход над Стоунхенджем в день летнего солнцестояния 21 июня. В этот день наше светило достигло самой северной точки в своем движении по небу, ознаменовав наступление астрономического лета. Восход Солнца над Стоунхенджем до сих пор имеет историческое значение в астрономии. Эти останки – древнейшая на планете обсерватория, которой уже как минимум 5000 лет. Комплекс молекулярных облаков и туманностей около звезды Ро-Змееносца и звезды Альфа-Скорпиона Антарес. Видны голубоватые отражательные и красноватые эмиссионные туманности, а также темные прожилки холодных газопылевых облаков. Место съемки – нижнее плато горы Чатырдак в Крыму. Автор Дмитрий Безгубов. Начался период видимости мезосферных или серебристых облаков. Эти светящиеся облака самые высокие из всех известных. Они появляются в летние месяцы на высотах более 80 километров. Серебристые облака видны на широтах от 45 до 65 градусов. Мы сделали подборку от пользователей из России, как их было видно за последние 2 недели. Присылайте нам ваши астрофотографии и вопросы о космосе на tv@tvroskosmos.ru. И до встречи в космической среде.